Привет, меня зовут Лена. На своем канале я готовлю полезные десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить вкусные и хрустящие ПП-безе. Они готовятся без искусственных красителей и имеют потрясающий аромат и насыщенный вкус ягод. Безе на эритрите к тому же имеют нереально низкую калорийность, всего 37 килокалорий на 100 грамм. Я готовлю два варианта безе с разным составом и подробно покажу вам все нюансы, чтобы ваши безе получились превосходно. А в следующем видео мы приготовим вкуснейшие ПП-куличи, украшенные такими безе. Чтобы приготовить цветные ягодные безе, нам понадобится сок от любых ягод. У меня это размороженная малина, которую я немного помяла. Опрокидываю ее на сито и даю соку стечь. 35 грамм сока можно получить примерно из 120 грамм ягод. Здесь не стоит перетирать малину через сито. Нам нужно не пюре, а просто жидкий сок. Добавляем к соку 5 грамм сухого яичного белка. Размешиваем. Если у вас нет сухого яичного белка, то вместо вот этой смеси нужно взять белок от одного крупного яйца. И белок нужно оставить минут на 5-10 для набухания. После этого он легко промешается. Добавляем к белку 40 грамм изомальта или эритрита. В данном случае я добавляю изомальт. Во второе безе добавлю эритрит, чтобы показать вам особенности работы с каждым из этих подсластителей. Интенсивный подсластитель с высокой степенью сладости здесь не подойдет. Ставим эту массу на водяную баню и тщательно размешиваем. Нагревание помогает нам растворить гранулы изомальта. Но важно не перегреть белок, чтобы он не свернулся, поэтому чаша не должна соприкасаться с кипятком и нужно тщательно помешивать. Масса немного нагревается, и уже через пару минут не слышно скрипа крупинок при помешивании. Можно взять пробу. Я беру капельку и растираю между пальцами. Гранул изомальта не ощущается. Значит, можно приступать к взбиванию. Начинаем взбивание на средней скорости. Когда образуется пена, переключаем на высокую. Здесь важно хорошо взбить белок. Следим за консистенцией. Белок существенно светлеет и увеличивается в объеме. Взбивается белок на изомальте достаточно быстро, буквально 3-4 минуты. Нам нужно получить абсолютно гладкую, устойчивую меренгу. Я понимаю, что меренга готова, когда при взбивании образуются вот такие полости. Но это не в любой чаше может просматриваться, поэтому можно посмотреть на консистенцию меренги. Она полностью гладкая и устойчивая, носик не опадает. Перекладываем массу в кондитерский мешок с насадкой, срезаем кончик, пододвигаем меренгу к кончику, стараясь избежать появления пузырей. Отсаживаем на противень с антипригарным ковриком безе произвольной формы. У меня насадка закрытая звезда 6 лучей. Я делаю безе разного размера, чтобы рассказать вам об особенностях выпечки. Маленькие безе испекутся быстрее, и их нужно будет доставать раньше, чтобы они не начали темнеть. Безе на изомальте выпекаем при температуре 100 градусов Цельсия около 1,5 часов. Безе готово, когда оно полностью сухое и легко отделяется от коврика. Безе очень легкие и невесомые. Маленькие у меня полностью сухие, они точно готовы. А вот большие, хоть и отходят от коврика, еще немного влажные снизу. Это заметно, если провести пальцем по дну. Поэтому я снимаю маленькие безе, перекладываю их в контейнер. Остальные отправляю в духовку досушиваться. Еще минут на 10. Теперь безе полностью просохли. Отправляем их в контейнер. Получились очаровательные розовые безе с ярким малиновым ароматом. Храним безе всегда под плотно закрытой крышкой, чтобы они не отсырели от влажности воздуха. Второе безе я буду готовить на эритрите. Его понадобится также 40 грамм. Эритрит отличается тем, что очень плохо растворяется в жидкости. Он обычно продается в виде кристаллов. Поэтому перед использованием нужно измельчить эритрит в пудру с помощью блендера. Если вы хотите получить суперсладкое безе, то добавьте немного интенсивного подсластителя. В блендер также кладем все остальные сухие ингредиенты.
У меня это 5 грамм сухого белка. Если вы используете обычный, то, конечно, в блендер его не кладем. И в качестве натурального красителя у меня синий чай матча. С его помощью можно получить голубой, синий и фиолетовый цвета. Если вы добавите сюда лимонную кислоту на кончике ножа, то при растворении в воде его цвет мгновенно превращается в красивый фиолетовый. Для голубого оттенка понадобится меньше половины чайной ложки. Тщательно измельчаем все сухие ингредиенты. Чем мельче вы измельчите, тем лучше. В идеале в пудру. Пересыпаем эту массу к 35 граммам воды. Либо, если вы используете сырой яичный белок, то к 1 белку крупного яйца. Размешиваем. При таком способе легко растворяется и сухой белок, и синий чай. А чтобы растворился эритрит, нужно так же, как в предыдущем варианте, поставить массу на водяную баню и помешивать до растворения эритрита. Растворяется он дольше, чем изомальт. Проверяем растиранием между пальцами. Самые мельчайшие крупинки еще остались, они растворятся в процессе взбивания. Взбиваем также сначала на средней, потом на высокой скорости. Готовность в большой чаше также видно по образующимся полостям. Масса должна получиться очень устойчивой, неподвижной и крепко держаться на венчике. Но с эритритом она не настолько глянцевая, как на изомальте. Отсаживаем безе. Для синих я использую насадку «Открытая звезда» 14 лучей. Выпекаем при 100 градусах Цельсия около 1 часа. Безе на эритрите готовится быстрее, чем на изомальте. Готовые безе легко отходят от коврика, совершенно не липнут. Удобно, когда безе одного размера, таким способом они будут готовы одновременно. Получились вот такие 2 вида безе. Они довольно сильно отличаются друг от друга. В чем прелесть таких безе? Розовые имеют потрясающий аромат и вкус малины, что, конечно, недостижимо химическими красителями. А синие имеют легкий вкус чая матча и ощущается холодок от эритрита. По сладости оба вида безе не очень сладкие, не такие, как на сахаре. Хотите послаще? Добавьте интенсивный подсластитель. Эритрит имеет нулевую калорийность, благодаря чему такие безе получаются абсолютно безуглеводными и очень низкокалорийными. Изомальт содержит углеводы, но все же не несет в себе вреда, как сахар. Наоборот, он является пребиотиком и полезен для организма. Но, как любой пребиотик, употреблять его нужно в меру. В день ребенку допустимо съесть примерно половину этого объема безе, а взрослому полную такую порцию, но не больше. Эритрит тоже имеет суточные нормы потребления, и в данном безе они будут примерно такие же. Синие на эритрите более воздушные, легкие, пышные и хрупкие. А розовые безе на изомальте плотные, глянцевые, прочные и очень хрустящие. Хранить оба вида безе обязательно в плотно закрытом контейнере в сухом месте. Таким безе можно декорировать торт, но желательно прямо перед подачей, так как безе имеет свойство впитывать влагу даже из воздуха и может размокнуть от контакта с кремом. Готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными сладостями. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал и делитесь этим видео с друзьями. Пока!